Антивоенный митинг против мобилизации на Арбате вспыхнул в тот же день, как ее объявили. Скорость организации впечатляет. Звучит удивительно, но людей на улице вывели анонимы из интернета. Студенты, девушки и несовершеннолетние в толпе и те, кому мобилизация не грозит в принципе. Точно так же, по такой же схеме, людей вывели на улицу после 24 февраля этого года. Это классическая атака на информационном фронте. К сожалению, сегодня на государственном уровне мы такие атаки парировать, пока что не умеем. Тогда, в феврале-марте, Facebook и Instagram, принадлежащие головной компании с названием Мета, в буквальном смысле были завалены жуткими фото и видео с пленными российскими солдатами, горящей техникой, призывами выходить на улицу. Да, они разобрали алгоритмы, которые использует Facebook для определения нежелательной рекламы и использовали лазейки в этой социальной сети. Сейчас можно с уверенностью говорить, эти масштабные манипуляции имеют авторов и вдохновителей. Ничего личного. Бизнес. Я просто знал, что я сделаю еще иксы от того, что я сделал. Я сделал иксы, и вот теперь можно идти, потому что я сделал там... То есть ты уже зарабатываешь больше, чем в прошлом году? Да, вообще сколько сейчас зарплаты. Этот ролик называется «Александр Слобоженко X2 IT-фронт». X2 имеется в виду, что с 24 февраля доходы этого киевлянина выросли в 2 раза. Когда ты начал что-то делать для IT-фронта? Да мы уже в первый день запускали. Кто тебе подсказал это? Многие команда начала говорить, что давайте, давайте бомбить. На что вы сконцентрировались? Мы бомбили Россию, Беларусь была потом, но я не скажу уже, потом я не вдавался в такую операционку. Вначале я прям операционки сделал, я прям это все креативы видел, все прям щупал, интересно было. Цель какая была? Чтобы выходили? Да, митинги. Владелец компании Traffic Devils Александр Слобоженко сказочно богат. Он занимается черным трафиком. Он так называемый арбитражник. У него в руках миллионы терабайт рекламного интернет-трафика. Говоря простым языком, тонны чистых листов, на которых можно рисовать все, что угодно. И вы это обязательно увидите. Мы постараемся сразу объяснить, кто такие арбитражники. По сути, это специалисты по торговле рекламным интернет-трафиком или тех самых всплывающих окон в браузере, которые вас раздражают. Арбитражники работают в 3 направлениях, как они сами называют это вертикали. Первая вертикаль белая. Это абсолютно брендовая история. Здесь все доходы и расходы прозрачные, а значит и прибыль совершенно законная. Вторая вертикаль серая. Или еще ее называют гейминг. Это реклама тех самых интернет-казино, которые в каких-то странах разрешены, в каких-то запрещены. Сюда и доходы полулегальные. И третья вертикаль, черная, она вообще рекламирует все то, чего не может существовать. Например, дешевые лекарства от рака. Зато и прибыль у нее больше, чем у 2 остальных. По нашей информации, Traffic Devils зарабатывает именно на последних 2 вертикалях. Это интервью, записанное со Слобоженко в Варшаве. Мы посмотрели не один раз. В нем Александр попытался убедить автора, что вся работа была проведена за свой счет. Если потратили тоже сотни тысяч долларов на эту рекламу, мы никем не спонсированы, никто ничего не выделял, никого ничего не просил. Многое в словах Слобоженко нам показалось как минимум неправдоподобным, поэтому для детального изучения мы пригласили специалиста по визуальной психодиагностике поведения, кандидата психологических наук Дмитрия Смыслова. Почему он так тогда смущается, когда говорит, что его никто не спонсировал? Здесь явно присутствует что-то, о чем он говорить не хочет, но по поводу чего он переживает и несколько сожалеет. То есть здесь, судя по всему, действительно у меня складывается впечатление, что с ним был проведен какой-то профессиональный разговор, и он сделал какие-то должные выводы. И теперь в соответствии с этими выводами он ведет себя именно так. Важное замечание. Черный трафик — это всегда черный нал. И с 2019 года команда Traffic Devils активно развивалась не только на Украине, но и в России и в Беларуси. Они нанимали сотрудников. Вот объявления на российских ресурсах. Последние датированы как раз февралем. Открывали офисы и обещали огромные доходы. Прибыль действительно была высокой, тем более, когда не нужно платить налоги. Из-за этого год назад на родине у Слобоженко и возникли проблемы. Но к этому вопросу мы вернемся позже.
Пообщаться с теми, кто работал со Слобоженко, практически невозможно. Сфера очень закрытая. Специалисты, как правило, с высокой квалификацией и подтвержденной репутацией, но не публичные. Сейчас кто-то ушел в тень, кто-то уехал из страны, да и ссориться с магнатом IT-корпорации желающих нет. Первая встреча с этим человеком, работавшим со Слобоженко, состоялась несколько месяцев назад. Он наотрез отказался от публичного интервью, но обратил наше внимание на телеграм-канал, в котором сотрудники Traffic Devils планировали свои акции. После мы виделись еще несколько раз, и все, на что он согласился тогда, это демонстрация некоторых скрытых сторон индустрии. Это специальная программа, которую используют арбитражники для работы с рекламными постами. В данном случае на базе запрещенных теперь в России Фейсбука и Инстаграма. Обратите внимание, сколько именно рекламных фейков, направленных против России, с февраля по апрель выложены в сеть. И все публикации с однотипными нарративами. И что интересно, владеющая соцсетями компания Мета сотни тысяч подобных постов не блокировала. Более того, способствовала их распространению позже. Нам удалось понять, почему. Но чтобы разобраться, пришлось с головой погрузиться в этот мир черного трафика. Traffic Devils не единственная украинская компания, которая была замечена в организации фейк-атак. Это креатив сообщества Targetorium, основатель украинец Павел Антонов, идейный вдохновитель Евгений Королев, сотрудник известной компании Aviasales. Вот его пост от 2 марта. Мы, Targetorium сообщества РС-медиа покупателей из Украины, сохраняем сопротивление российской пропаганды через закупку СМИ, покупку рекламы в Facebook Ads. За последние 3 дня мы показали 30 миллионов человек правдивые сообщения о происходящем в Украине через Facebook Ads. Наш бюджет состоит из личных средств и пожертвований друзей и подписчиков. У этих бюджет поменьше, чем у Слобоженко. В конце поста уже просьба пополнить счет. Аппетиты, нужно сказать, нешуточные. У нас закончился бюджет. Сейчас больницы и волонтеры остро нуждаются в пожертвованиях горожан. Это приоритет номер 1. Однако нужно продолжать информационное сопротивление российской пропаганды. Просим Мета выделить купоны на сумму $1 миллион на социальную рекламу. Пока запомните эту формулировку: купоны от компании Мета. Согласно исследованиям российских IT-специалистов, в создании рекламных фейков была задействована целая индустрия. Арбитражники же выступали исполнителями. Тексты, конечно, писали самостоятельно, а вот нарративы, то есть суть, по мнению петербургского эксперта в сфере информационной безопасности Сергея Кармелицына, явно спускались сверху. Есть центры психолого-социальных операций, как вы знаете. Естественно, очень жарко поддержаны этими институциями, которые вложили много труда в том, чтобы люди реагировали острее, в том, чтобы реакция была ярче. Вот одна из страниц методички, которые распространяли между собой арбитражники. Обратите внимание, как четко определены целевые аудитории, их роль, а главное, посылы сообщений для той или иной группы пользователей. Эта публикация есть в открытом доступе, а вот статьи, полностью копирующие лекала российских СМИ, уже подтерли. Все эти посты разлетались контекстно, рекламой от имени российских изданий. Креативный подход очень уж напоминает разработку Центра информационно-психологических операций ВСУ Украины. А вот инструкция для этих публикаций со шрифтами для каждого издания, заголовками статей, текстами, иллюстрациями. Публикации не только для россиян, но и для западного пользователя. Причем количественный тираж в Фейсбуке уже в первые дни спецоперации говорит о тщательной подготовке операции. Это очень много человеческих ресурсов, это очень много денег. Я просто не представляю себе, как можно было бы это сделать физически. Чисто потоки средств не перенаправить с такой скоростью. Для массовой атаки арбитражники были выбраны не случайно. В их руках сосредоточены миллионы искусственных ботов. А метод, который они используют, называется астротурфинг. Астротурфинг – это довольно простое, по сути, свое явление. Это модификация информационного поля в интересах компании, в интересах частного лица. В любом случае, изменение информационного поля, формирование того, что называется маской общественного мнения. Формирование искусственного общественного мнения, под которое потом общество неизбежно подстроится, потому что общество есть материя очень такая ведомая, пластичная. Ну, вот вам пример. Предположим, мэр какого-нибудь города строит новую дорогу. Мы можем взять базовую информацию относительно того, что Иван Иванович хороший человек, он строит
дорогу, а дальше чуть-чуть ее модифицировать и вбросить совершенно противоположный посыл относительно того, что Иван Иванович на самом деле не хороший человек. Он какой коллапс в городе устроил транспортный. И с одной стороны есть совершенно объективная реальность, он действительно делает хорошее дело, а с другой стороны есть модификация общественного мнения, которая вбрасывается, и общество начинает верить чисто потому, что услышало эту информацию из каждого утюга. Принято считать, что придумали астротурфинг политологи в США, но на самом деле существует он давно. Проще всего, находясь в Петербурге, объяснить его суть на Дворцовой площади. Миф о взятии Зимнего уже давно развенчан. В октябре 1917-го Дворцовые ворота штурмовала совсем небольшая группа солдат и матросов. Эта атака была отбита, после чего из Петропавловской крепости дворец обстреляли из пушек, охрана разбежалась, и уже тогда тоже небольшая группа штурмующих попала внутрь через черный вход. В фильме же Сергея Эйзенштейна мы видим совсем другую картину. В киноленте «Октябрь» дворец штурмует сотни бойцов. Так была создана искусственная реальность, меняющая сознание поколений. Точно такими же методами астротурфинга и сегодня изменяется, например, количество протестующих на митингах. Западные издания многократно увеличивали их численность в феврале и в Москве, и в Петербурге, и в других городах России. С этим же сталкивались 2 года назад и в Минске. Таким показательным примером является митинг 16 августа. По оценке оппозиционных средств массовой информации, которые контролировались вот этими украинскими кураторами, скажем так, там присутствовало более 300 тысяч человек. Конечно, этот факт и эта цифра для Беларуси просто громадная, и мы решили, как государственные журналисты, проверить ее. Мы взяли план города, чтобы посмотреть вообще, о каких площадях идет речь. Взяли среднюю численность людей на квадратный метр и посчитали, сколько же там действительно могло собраться людей. Получилось порядка 30-40 тысяч, не более. Вот это такой показательный факт фальсификации данных со стороны украинских кураторов. Мы потом неоднократно еще встречали их, украинских коллег, на акциях протеста. Но когда их лица и фамилии стали известны силовому нашему блоку страны, они покинули нашу страну. Также искусственно меняют общественное мнение и арбитражники. Раньше они использовали фейковые страницы, чтобы зарабатывать на рекламе. Сейчас этими ботами атакуют медиапространство. Эта встреча с арбитражником, о котором мы говорили, 5-я по счету. После долгих уговоров уже в Петербурге он все же согласился дать интервью. С одним условием: мы не будем раскрывать его личность. Павел, назовем его так условно, раскрыл все детали черного арбитража. Слобоженко, у которого он работал, специализируется на гэмблинге. Это реклама нелегальных онлайн-казино. Это интервью, наверное, первый столь откровенный рассказ о темной стороне интернета. В нашей среде гэмблинг считается одной из самых сложных направлений, потому что ты постоянно сталкиваешься с разного рода банами с Фейсбука, ТикТока и других источников, потому что такая реклама запрещена в интернете в тех странах, где это рекламируется, потому что эти казино, как правило, подпольные, они не имеют лицензии, соглашения, и часто это просто проекты, которые скамовые, в которые люди заводят деньги, и потом в дальнейшем их не могут вывести даже в случае выигрыша. Поэтому эта вертикаль, она требует много навыков для работы с разными специальными браузерами, умения покупки аккаунтов в Фейсбуке и ТикТоке, чтобы использовать их для продвижения этих казино. А также в команде всегда должны быть программисты, которые умеют настраивать связки лендингов, создавать эти лендинги, подключать IP-адреса, чтобы скрывать каждый раз для Фейсбука цель рекламы. Также надо уметь обходить нейронную сеть Фейсбука, потому что рекламные материалы, которые используются в продвижении, как правило, нарушают политику и достаточно являются агрессивными. Поэтому эти специалисты умеют обходить защиты, созданные Фейсбуком и ТикТоком, для сохранения своих пользователей от нежелательной рекламы. То есть получается, что они умели обходить систему безопасности площадок Меты, Фейсбука. Почему они там работали? Да, они
разобрали алгоритмы, которые использует Facebook для определения нежелательной рекламы и использовали лазейки в этой социальной сети. Также, возможно, они имели инсайды со стороны самого Facebook, потому что когда у тебя есть большие бюджеты и большие деньги, ты можешь выйти и найти контакты людей, менеджеров, которые помогут подсказать, какие сейчас алгоритмы нейронной сети используются для выявления нежелательной рекламы. Что получается, что можно же ставить не только запрещенную рекламу, таким образом можно же вообще любую информацию размещать, которая запрещена и так далее. Да, имея такую команду, которая будет содержать людей, этих же арбитражников, разработчиков, сисадминов, с их помощью ты можешь оперативно переключить эту рекламу на любую другую, потому что, как я уже сказал, эта реклама является самой агрессивной, самой сложной в интернете. Для этого надо выстраивать большие команды и иметь ресурсы. Мы уже упоминали, что наш герой непосредственно знаком с работой команды Traffic Devils, и с его слов в руках у Александра Слобоженко целая виртуальная армия. Что, как они проверяют людей? Проверка сотрудников, особенно если это начало этой войны и с привлечением в офис, осуществлялось путем полиграфа, путем изучения биографии человека, насколько он лоялен к российской власти, насколько он может привнести вред и сдать этот офис, эту ячейку, которую они создают. У них работают специалисты, которые общаются с человеком и могут выявить его реальные цели. Удар этих интернет-диверсантов из армии черного арбитражника Александра Слобоженко методично наносится по российскому сегменту социальных сетей. Слобоженко со временем умудрился выстроить очень сильный отдел фарма. Фарм — это в нашей среде так называется создание ботов, создание аккаунтов для Фейсбука, подогрев, чтобы ты мог их использовать для своих нужд, для распространения того же казино. Они выстроили, собрали очень большую команду людей, которые постоянно нон-стопом создавали ботов, которые потом применялись уже в работе. Также они покупали аккаунты, покупали логи у разных компаний, в том числе и в России. На ботофермах фейковые страницы живут по своим правилам. Они обрастают подписчиками, сами добавляются в группы, пишут комментарии, развиваются и становятся неотличимыми от реальных. А это, к слову, скрины из реальных рабочих чатов команды Слобоженко. Распоряжение о распространении антироссийской пропаганды датировано февралем этого года. А теперь вернемся к тому самому интервью Слобоженко, где он хвалится своими нелегальными доходами. И не только. Вот очень примечательный момент. Слобоженко охраняют люди из спецслужб. Александр явно болтает лишнее. У меня охрана, она вся, это не частники, а это прям, служба с корочками настоящими, с огнестрельным оружием, со всеми спецпропусками. Да, это может где-то не совсем корректно по отношению к людям, но в тот момент я не думал о корректности. У меня была моя семья, и мы спешили на Западном. Сглатывание – это обида, нижняя челюсть вперед – это некоторый характер. А вместе мы можем здесь это прочитать и как наличие некоторого сожаление, может быть, как один из вариантов, или напряжение. Когда он говорит о охране, он выдвигает челюсть вперед и сглатывает. То есть в данном случае мы имеем дело с тем, что он полностью почему-то своей охране не доверяет, хотя охрана без названия очевидно, что должна охранять его. Вот это вызывает некоторый вопрос. Либо она не полностью может его охранять, либо эта охрана какая-то немножко не его охрана получается. Да, здесь можно по-разному делать выводы, но по факту оказывается так, что это вызывает у него напряжение. Согласно открытым данным, год назад у Слобоженко именно из-за неуплаты налогов и возникли проблемы на родине. Прошли обыски, было возбуждено уголовное дело, но каким-то образом создателю дьявольского трафика удалось выйти чистым из воды, как будто душу продал. После того, как у него были проблемы у себя дома с налоговой, это было все решено, и они начали максимальное масштабирование и развитие. То есть именно после вот этой стычки его с органами они вышли на действительно большой, крутой уровень. Они открыли новые офисы, у них появились юрлица зарубежные, российские. То есть у них было, в принципе, все для работы. То есть деньги туда влились примерно год назад? Да, деньги начали вливаться в развитие этого бизнеса. Было открыто сотни вакансий. Честно говоря, непонятно, как просто работая с тем же гэмблингом, они могли выйти на такой уровень. Также
даже когда ты работаешь с теми бюджетами, оборотами, которые заявляли они, то ты не можешь остаться без внимания органов. После максимально законспирированной встречи с арбитражником с условным именем Павел мы еще раз внимательно пересмотрели это открытое интервью Александра Слобоженко. И многое заиграло новыми красками. Действительно, работа на нынешнюю украинскую элиту и пул их основных спонсоров изменила жизнь Слобоженко и его команды. Начали делать один проект совместно с нашим государством, давай так скажем. Вот там я почувствовал истинное удовлетворение от того, что я делаю, потому что это была не просто реклама, да, выходите на митинги, там показывали правду, там трупов солдат этих размещали, потому что мы же думали, никто ничего не понимает. Вот, Мы думали, что это их остановит. Да, да. Я говорил, что он эпилептоидного типа. Да, то есть это параноик и эпилептоид, совмещение некоторое. Эпилептоид должен в той или иной степени подчиняться тем, кто стоит выше него. Они очень четко знают иерархию отношений. Если есть человек, который выстраивает эту иерархию в должной степени, он этой иерархии подчиняется. И в данном случае сразу вызывает еще несколько вопросов. Кто стоит над ним? Но направление целевого трафика против России – это не единственные сомнительные предприятия, за которыми были пойманы украинские арбитражники. Есть еще и атаки на бизнес. И о том, что Traffic Devils стоял за этими атаками, подтвердил наш собеседник. Атаки на зарубежные компании проводились через лидеров мнений, через блогеров. Им выдавались кому за финансы, кому за идеологию материалы, которые они уже распространяли, и тем самым вызывали шумиху и исполняли те цели, те задачи, которые были им поставлены. Потому что бренды сейчас очень активно развивают свои социальные сети, и они очень боятся за них. А это еще один важный для раскрытия темы персонаж Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров Украины. Именно у него в телеграм-канале мы и нашли ту самую методичку, похожую на инструкции ЦИПСО по подделке страниц российских СМИ. Но там же и еще куча интересного контента с призывами бойкотировать знаменитые бренды. Атака на иностранные компании, работающие в нашей стране, началась практически одновременно с призывами выходить на протесты. По сути дела, по зарубежному бизнесу был нанесен ряд сильнейших репутационных ударов в социальных сетях. Расчет был простой – вызвать массовую истерию. В марте была определенная, интенсивная кампания информационная, то, что отдельные признаки были, о том, что появился ряд публикаций, о том, что транснациональные корпорации, ну, прежде всего, допустим, шведские, там, Тетрапак, Икея, Электролюкс и так далее, должны занять более четкую политическую позицию. А не как обычно, когда компания всегда дистанцируется от любого события, потому что вот мы... Бизнес не политика. Да, вот бизнес есть бизнес, вот мы аккуратненько. Было определенное давление общественности. И компания, так как у нее... Невзирая на то, что в России очень выгодный бизнес, но все-таки основной вал, конечно, приходится на европейский рынок, так или иначе компания вынуждена учитывать интересы общественности. Там были радикально, достаточно радикальные. Все, ни рубля, ни табуретки, ничего не должно быть. И вот здесь интересен еще один момент. Основной упор в очернении имиджа компании был сделан на западного пользователя. Кровавыми рекламными постами буквально засыпали европейский интернет. У зданий транснациональных корпораций начались протестные акции с требованием уйти из России. И все это движение было тоже кем-то профинансировано. Кто вливает, кому это выгодно? Мы сейчас геополитически находимся в большом противостоянии с НАТО. Причем с НАТО не как с военной структурой, да, а с НАТО как с условным коллективным Западом, как принято у нас его называть. Но при этом борьба-то идет за Европу. То есть реально сегодня мировые державы пытаются разобрать Европу, разобрать ее активы. И вот за вот это вот европейские деньги, которые Европа так или иначе потихонечку отдает России в рамках нормальных коммерческих отношений, и не отдает их Америке, скажем так. Вот сейчас идет борьба. Акции компаний начали резко падать. При этом атаки стали совершаться не только на фирмы. Давление оказывалось на топ-менеджеров корпораций. Некоторым поступали прямые звонки с угрозами. Об этом сообщил генеральный директор интернет-компании Cloudflare Мэтью Принц. Кроме того, мы получили несколько звонков с требованием прекратить все услуги Cloudflare в России. Мы внимательно рассмотрели эти запросы и обсудили их с экспертами правительства и гражданского общества. Наш вывод после консультации с этими экспертами состоит в том, что
что России нужно больше доступа в интернет, а не меньше. Однако не все компании могли себе позволить так ответить. Давление было настолько сильным, что сильнейшие трансконтинентальные профсоюзные организации отказались защищать интересы российских рабочих. Сотрудники компании IKEA запустили флешмоб «Мы остаемся», но даже европейские профбоссы не захотели поддержать это начинание. К сожалению, именно для профсоюзов IKEA в России и Беларуси интернациональная поддержка оказалась избирательной. Потому что позиция руководства профсоюзов, включая профсоюзы IKEA, заняла однозначно позицию в поддержку той страны, которая подверглась наибольшему ущербу, как они считали. В результате в той же мебельной компании IKEA из 15 тысяч российских сотрудников осталось около 2. Цели информационной спецоперации были достигнуты. Согласно исследованиям коммуникационных агентств, всего лишь небольшая публикация на 5-6 негативных сайтах уже способна обвалить продажи любой компании на 15-20%. Хотим что-то узнать про человека или про бренд, мы в поисковую строчку забиваем название бренда и читаем всю поисковую страницу. Не заходя даже на сайт. Мы читаем сниппеты, вот те маленькие строчки, которые подписаны под сайтом. Если там будет написано про этот бренд, что он мошенник или хулиган, или по нему какие-то суды или прочий негатив, то у нас сложится определенное восприятие этого бренда. Это и будет называться современной цифровой репутацией. Здесь же произошла массовая атака, поддержанная западными правительствами и средствами массовой информации. Вот такие статьи выпускали в период давления зарубежные СМИ. А это митинги в Европе у зданий брендовых компаний. Не мудрено, что все эти аспекты вместе с прямым правительственным давлением ускорили уход некоторых представителей иностранного бизнеса с российского рынка. Так выглядит настоящая победа черных интернет-технологий. Мета, по заверениям самих участников, организаторов этих атак, предоставила им, скажем так, товарный кредит. Она им дала эти рекламные возможности. А просто так. То есть получилось, что она поучаствовала. Почему ее признали, вот эти вот статусы им дали, запрещенные у нас, как и экстремистская организация признали? Потому что они как бы дали этот рекламный объем. Этот информационный объем они его предоставили этим компаниям. Борис Григорьев, сам того не понимая, возможно, впервые артикулирует очень важные детали, которые привели к блокировке компании Мета в России. Выходит, Facebook и Instagram не просто допускали публикацию контента с антироссийской военной пропагандой. Они кредитовали производителей всего этого креатива, выступали активной стороной военной спецоперации в интернете. Когда эти компании сказали «дайте нам еще», Мета сказала уже все, потому что ее репутация в мире начала из этого снижаться, потому что все увидели, что Мета предоставляет свои ресурсы для политических игр. А это, плохо для Меты, для ее бизнеса во всем мире. Вот это вот очень важный момент, что кроме прямых денег им дали еще рекламного времени, скажем так. В целом, блокировка ресурсов компании Мета осложнила ведение информационной войны в интернете на территории России. Но уже сейчас в ход идут новые инструменты. Остановить вот эту рекламу, ее практически невозможно. Эта реклама остановилась путем блокировки таргетированной рекламы, путем блокировки ТикТоком возможности выложить видео с территории России. Но они после этого переключились больше на работу с сетями, такими как Telegram, потому что там никакие, в принципе, не работают блокировки. Там они покупали на биржах готовые уже группы, раскрученные с большой аудиторией. То есть бюджеты на покупку тех же телеграм-каналов были очень большие, так как телеграм-канал, даже самый простой сейчас с небольшой аудиторией, может стоить там от $1000 за небольшой телеграм-канал с живой аудиторией. Так, они покупали каналы, в которых было больше 1 миллиона подписчиков, и переформировали, и меняли под антироссийский формат, куда выкладывались новости, и появлялись призывы к восстаниям, к выходу, так сказать, на улицы для сопротивления нынешней власти.
Сейчас офисы Traffic Devils в Москве и Петербурге распустили, но есть данные о том, что Александр Слобоженко делает попытки открыть офис в Калининграде. Да, мы об этом знаем. Впрочем, онлайн-работа черных арбитражников на территории России не прекращается ни на минуту. И офис для этого не нужен. Манипулировать массами через сеть те, в чьих руках сосредоточен трафик, могут из любой точки мира.